На протяжении нескольких недель фанаты замечали, что что-то изменилось между Чунгуком и Тэхёном. Два участника BTS, известные своей нерушимой связью и глубокой дружбой, стали более тихими в интервью. Их обычный смех, игривые подразнивания и братское тепло, казалось, немного померкли. Сначала ARMY думали, что это просто усталость. В конце концов, оба работали без перерыва. Сольные графики, мероприятия брендов и репетиции. Однако было что-то еще, что-то невысказанное, витающее между ними. Затем наступил тот вечер, тихий ночной прямой эфир, который вскоре потряс весь фандом. Чонгук, сидя в своей студии, выглядел более уязвимым, чем когда-либо. Тусклое фиолетовое освещение, мягкое гудение фоновой музыки и его дрожащий голос – все это задавало тон для чего-то глубоко эмоционального. Фанаты, которые смотрели, не ожидали грядущего признания. Он начал мягко, иногда почти колебаясь. «Мы воспринимаем самых близких нам людей как должное», — сказал Чонгук, его глаза были прикованы к полу. Чат мгновенно взорвался. ARMY заполонили раздел комментариев, спрашивая, в порядке ли он, говорит ли он о Тэхёне или что-то случилось между ними. Он слабо улыбнулся, такой улыбкой, которая скрывает больше боли, чем показывает. Бывают моменты, когда мне жаль, что я не сказал некоторые вещи раньше, вещи, которые я держал в себе, потому что боялся. Но когда ты слишком долго держишь что-то внутри, это становится тяжело. Затем, после долгой паузы, он прошептал слова, от которых по спине каждого фаната пробежали мурашки. «Я никогда не говорил Тэхёну, как много он для меня значит. Я просто предполагал, что он знает. Но в последнее время я понял, что, может быть, я никогда не говорил это достаточно часто». Тишина заполнила комнату. Даже через экран фанаты чувствовали искренность, необработанные эмоции, дрожащие в голосе Чонгука. Он мягко добавил: «Он был рядом со мной с самого начала, и я надеюсь, он знает, что даже когда я молчу, даже когда я кажусь далеким, он всегда мой брат». Признание не было драматичным или отрепетированным, оно было настоящим. И это то, что сделало его мощным. Реакция Тэхёна. Через несколько часов Тэхён вышел в прямой эфир. Его выражение лица поначалу было нечитаемым, спокойным, но серьезным. Он улыбнулся в камеру, приветствуя ARMY со своей обычной теплотой, однако все могли видеть эмоции в его глазах. Затем на середине прямого эфира его голос дрогнул. «Я смотрел прямой эфир Чонгука», — сказал он тихо. «Я не ожидал этого. Я даже не знал, что он так чувствует». Его глаза заблестели от слез, когда он попытался улыбнуться. «Мы прошли через так много вместе, с самого первого общежития, которое мы делили, ночей, когда мы не спали, разговаривая о мечтах, мы росли бок о бок». Он остановился, прижав руку к сердцу. «Я всегда думал, что нам не нужно говорить это вслух, потому что мы просто знали, но услышать, как он это сказал, это тронуло по-другому». Тэхён сделал глубокий вдох, но его голос снова сорвался. «Чонгук, если ты смотришь это, я тоже люблю тебя, мой брат. Всегда». И с этим Тэхён, обычно такой собранный, очаровательный и невозмутимый, вытер слезы перед миллионами. Фанаты были убиты горем, эмоциональны и лишены дара речи. Чат переполнил эмоджи плача, Тайкук Forever и словами любви со всего мира. Раскрытие эмоциональной паузы. Через несколько дней персонал и инсайдеры начали говорить о том, что привело к этому эмоциональному моменту. Видимо, двое пережили период эмоциональной отстраненности, не ссоры, а тихого недопонимания. Их плотные сольные графики создали разрыв, который ни один из них не знал, как преодолеть. Чонгук и Тэхён оба перфекционисты. Они очень заботятся о BTS и о друг друге, но иногда они выражают это по-разному. Чонгук держит это в себе, Тэхён чувствует это глубоко, но не показывает сразу. Один момент, который выделился, произошел во время репетиции за несколько недель до прямого эфира Чонгука. Тэхён был необычно тихим. Чонгук, думая, что ему нужно пространство, не подходил к нему. Но на самом деле оба ждали, что другой сделает первый шаг. Эта эмоциональная стена оставалась, пока Чонгук наконец не сломал ее своим признанием. Фандом погрузился в эмоциональный перегруз. Клипы об их прямых эфиров заполонили ТикТок, Твиттер и Инстаграм. Фан-эдиты появились в течение часов, наполненные моментами замедленной съемки плачущего Тэхёна, дрожащим голосом Чонгука и наложением трогательной музыки. Хэштеги на типа «Тэхён крает», «Джунгук Confession» и «Тайкук Forever» стали мировыми трендами. Один фанат написал: «Они всегда были родственными душами в дружбе. Этот момент снова это доказал. Вы можете почувствовать любовь между ними». Другой добавил: «Вот почему BTS другие. Они не фальсифицируют эмоции, они настоящие, и именно поэтому мы их любим».
Даже не фанаты были тронуты уязвимостью, проявленной двумя мировыми иконами, которые не боялись показывать эмоции. Конечно, с каждым эмоциональным моментом приходят спекуляции. Некоторые СМИ исказили историю, предполагая более глубокие конфликты или скрытые значения за признанием Чонгука. Но фанаты, которые знали их лучше всего, быстро пресекли эти слухи. В более позднем посте Weverse Чонгук прояснил. Речь шла не о драме, речь шла о благодарности. Иногда мы забываем сказать людям, которых мы любим, как много они значат. Вот и все. После той эмоциональной недели фанаты начали видеть изменения. В интервью Чонгук и Тэхён смеялись более свободно. Во время выступления Чонгук мягко положил руку на плечо Тэхёна, а Тэхён ответил яркой улыбкой. Это молчаливое понимание вернулось, более сильным, чем когда-либо. Признание и слезы только углубили их связь. Это было напоминание о том, что уязвимость – это не слабость, это сила. И между ними эта сила была нерушимой. Братство BTS всегда было сердцем их успеха. И этот момент доказал, что даже самые большие звезды все еще люди, способные испытывать те же страхи и любовь, что и все остальные. Возвращение домой. Несколько недель спустя Чонгук и Тэхён выступили вместе на мероприятии. Фанаты заметили нечто особенное. Тэхён улыбался Чонгуку на протяжении всего выступления, а Чонгук не мог перестать оглядываться на него с этим знакомым, мягким взглядом. Казалось, что круг замкнулся от расстояния и молчания к признанию и исцелению. В конце шоу Тэхён повернулся к Чонгуку и крепко обнял его перед тысячами. Толпа кричала, плакала и ликовала. ARMY онлайн резюмировали это лучше всего. Это было не просто объятие, это было прощение, благодарность и любовь, все в одном моменте. И в тот момент каждый фанат знал, что бы ни случилось дальше, их связь останется вечной. Потому что некоторые дружбы не просто формируются, они предопределены. И для Чонгука и Тэхёна судьба всегда возвращала их друг к другу. Ночь после обоих прямых эфиров мир замер на мгновение. Миллионы фанатов пересматривали дрожащие признания Чонгука и слезливый ответ Тэхёна снова и снова. Они не могли осмыслить необработанную красоту того, что они засвидетельствовали. Связь между этими двумя всегда была загадкой, чем-то за пределами слов. Некоторые называли это дружбой, другие – братством. Но для ARMY это было нечто более глубокое, эмоциональная связь, которая определяла самую суть BTS. В маленькой тихой квартире в Сеуле Тэхён сидел один. Комната была тускло освещена, его телефон бесконечно гудел от сообщений и упоминаний, но он игнорировал их. Вместо этого он открыл определенный чат, помеченный только как JK People. Долгое время он смотрел на экран, не зная, что сказать. Тогда он, наконец, напечатал: «Я видел твой прямой эфир. Я плакал больше, чем думал. Спасибо, что сказал это». Сообщение было простым, но его руки дрожали, когда он нажал кнопку «Отправить». Через несколько мгновений Чонгук ответил: «Я не хотел заставлять тебя плакать. Я просто хотел сказать тебе, что должен был сказать много лет назад». Тэхён виляско улыбнулся. «Что-то иногда мы забываем сказать. Но я в тебе никогда не сомневался. Я знаю. Тем не менее, мне нужно было сказать это вслух». Некоторое время было молчание, прежде чем Чонгук отправил последнее сообщение. «Давай больше не будем держать все в себе, хорошо?» Тэхён ответил сразу же: «Договорились». Это было коротко, но это значило все. Расстояние между ними, эмоциональное, невидимое, наконец растворилось. Через несколько дней во время репетиции что-то изменилось внутри группы. Намджун, всегда спокойный наблюдатель, сразу это заметил. Чонгук и Тэхён снова стояли рядом, смеялись, обменивались небольшими шутками, делились наушниками, слушая трек. Это было как в старые времена. Юнги наклонился к Намджуну и тихо сказал: «С ними вновь все в порядке, да?» Намджун многозначно улыбнулся. «Они всегда находят свой путь назад». Когда репетиция закончилась, Джин игриво толкнул Чонгука. «В следующий раз, когда заставишь Тэ плакать, по крайней мере, предупреди нас заранее.
Нам почти пришлось утешать весь фандом. Все засмеялись, включая Чонгука, который стыдливо почесал затылок. Я не хотел, я просто говорил от сердца. Тэхён, сидящий недалеко, тепло улыбнулся. А мне это нужно было услышать. Атмосфера мгновенно посветлела. Вот что особенного в BTS. Они понимали друг друга без объяснений. Независимо от того, сколько славы или расстояния вставало между ними, их связь всегда возвращала их домой. Даже когда группа пошла дальше, в частном порядке, интернет отказался двигаться дальше. Фан-эдиты превратились в вирусные мастер-классы. Клипы замедленной съемки слез Тэхёна, признания Чонгука и моменты со старых концертов под мягкую фортепианную музыку. Популярный твит гласил: «Они выросли у нас на глазах. Видеть, как они все еще любят и ценят друг друга после всего, это прекрасно». Сборники на YouTube под названием «Тайкук», признание, которое растопило мир, набрали миллионы просмотров в течение нескольких дней. Темы на Reddit анализировали каждое слово, каждый жест, каждое скрытое значение. Некоторые фанаты даже описывали, как это помогло им восстановить связь с людьми в своей собственной жизни, напоминая им сказать «спасибо», «я скучаю по тебе» или «я люблю тебя», пока не стало слишком поздно. В некотором смысле признание Чонгука было не только о Тэхёне.